Эта история полна неожиданностей и драматизма, но в ней нашлось место для настоящего чуда. Маргарет и Макс долго ждали момента, когда Маргарет забеременеет. После того, как это случилось, наступил долгий момент ожидания родов. Несмотря на сложный и болезненный процесс, первый младенец появился на свет. Вторые роды оказались еще более изнурительными, но и они завершились благополучно. Родители с восторгом приняли своих малышей, и на мгновение показалось, что все позади. Однако вскоре все изменилось. Доктор Уильям, опытный акушер, забрал новорожденных для стандартного осмотра. Макс, испытывая беспокойство, настоял на том, чтобы сопровождать врача. Все шло по обычной процедуре, пока доктор вдруг не замер. Как утверждал сам акушер, ему послышалось, что младенец произнес слово «помогите». Этот момент изменил ход событий. Необычное происшествие заставило доктора Уильяма провести дополнительные тесты. Хотя внешний вид младенцев не вызывал подозрений, результаты анализов показали наличие опасной инфекции, которая могла бы остаться незамеченной. Это заболевание угрожало жизни обоих детей, но своевременное лечение предотвратило возможные осложнения. Оба младенца были немедленно переведены в неонатальное отделение, где им назначили курс антибиотиков. Благодаря быстрым действиям врача, инфекцию удалось победить. 6 месяцев спустя малыши полностью оправились и были выписаны домой. История началась задолго до родов. Еще за несколько недель до этого Маргарет жаловалась на боли в животе. Она обратилась к доктору Уильяму, но тот списал симптомы на стресс и напряжение, свойственные будущей матери. Его пренебрежение вызвало у Маргарет сомнения, но ей пришлось положиться на мнение профессионала. Когда боли усилились, Маргарет вновь обратилась за помощью. И снова врач успокоил ее, порекомендовав отдых и обезболивающие. Однако симптомы оказались не просто результатом волнения, инфекция уже начала развиваться. Этот случай стал уроком как для врача, так и для родителей. Доктор Уильям, несмотря на свой опыт, признал, что мог допустить серьезную ошибку, если бы не прислушался к своему внутреннему чутью в тот важный момент. Он извинился перед Маргарет и Максом за первоначальное пренебрежение их жалобами. Для родителей эта история стала напоминанием о том, как важно доверять своим инстинктам и настаивать на дополнительной проверке, если что-то вызывает беспокойство. Сегодня малыши здоровы, а их история заставляет других быть внимательнее к деталям и ценить каждый момент. Эта история еще раз напоминает о том, как важны внимание и чуткость в критические моменты жизни. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.